Сегодня я вам расскажу про то, как правильно приехать в Испанию для подачи документов на ВНЖ. Самое первое, что необходимо вам сделать, это, конечно же, сделать декларацию о въезде. Она называется Declaración de Entrada. Когда вы въезжаете в Испанию, вам обязательно нужно пройти в полицию, сказать, что я хочу сделать декларацию о въезде. Мы вам обязательно даем образец, как она выглядит, чтобы вы что-то показали полицейскому. И, соответственно, вы делаете эту декларацию. Есть небольшая здесь ремарочка. Вас могут спросить, зачем вам нужна эта декларация. И здесь правильный ответ: я приехал покупать квартиру в Испании. Ничего другого, пожалуйста, говорить не надо. Вы можете сказать, что я приехал там подавать документы на ВНЖ, что-то еще. Нет. Ответ один: я приехал покупать недвижимость. Этот ответ нужен для того, потому что с этой декларацией вы далее пойдете делать, скорее всего, налоговый номер. И в налоговом номере, когда полицейский будет проверять, он должен увидеть, что есть основания для выдачи налогового номера, а именно покупка недвижимости. Что здесь еще можно сказать? Делайте его обязательно, этот документ. Если вы приехали в то время, когда, например, полиция закрыта, она там чай пьет, отдыхает, я не знаю, все что угодно. По какой-то причине у вас не получилось это сделать, у вас есть 72 часа с момента прилета в Испанию показать брони, показать документы и сделать эту бумажку. Был такой случай у нас у клиента, когда он знал о декларации о въезде, приехал где-то в Барселоне, не успел что-то там сделать, завозился, приехал домой, пошел в первый попавшийся полицейский участок, потому что мы ему говорили: идите в полицию. Он пошел в полицию. У него был 2-годичный испанский шенген, и у него было очень неприятное общение с испанской полицией. Она его заподозрила в подделке документов, сказала, что 2-годичные шенгены сейчас не дают, как вы его получили, начали досматривать его там с пристрастием, он, в общем, в ужасе убежал, и в итоге спрашивает у нас, куда мне ехать. Я говорю: езжайте только в аэропорт, там есть терминал 1, езжайте туда, там все как бы для этого сделано. Он поехал, все сделал, поэтому, коллеги, если у вас будет какой-то, это вообще относится к Испании и к Южной Европе, если у вас будет какой-то соблазн пойти не по протоптанной тропе, а как-то попытаться где-то срезать, я вас предупреждаю, пожалуйста, этого не делайте. Сначала сделайте свое дело, ту бумажку, которую вы хотите, которая вам нужна, и только потом выясняйте те нюансы и прочее, что вам захотелось сделать. В Испании это все не работает, как это может работать в России или в Белоруссии, например. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь четко инструкциями, делайте декларацию о въезде желательно в аэропорту. Соответственно, не надо идти в полицейский участок какой-то, который будет где-то там вам рядом, вам покажется, что до аэропорта далеко, например, а полицейские рядом. Лучше этого не надо делать, сократите и время, и прочее. То есть лучше после декларации о въезде вы сходите в этот полицейский участок и уточните еще какие-то вопросы, если они у вас остались. Также с декларацией о въезде у нас есть такое понятие, как декларация наличности. Многие везут наличность в Евросоюз. Я сразу предупреждаю, помните о 10 тысячах долларах, которые вы можете перевозить. То есть больше сейчас закон это запрещено. Очень внимательно отнеситесь к этой сумме. Если у вас какие-то другие валюты, то внимательно их пересчитайте, чтобы не было этого предела. Бывает такая ситуация, когда вы, с этой наличностью ездите через несколько стран Евросоюза,
Я бы здесь, мне сложно что-то рекомендовать, потому что раз на раз нигде не приходится. Я бы рекомендовал делать декларацию наличности по приезду в Испанию. Вы прилетели в Мадрид, в Аликанте, в Барселону, идите на таможню, проходите красный коридор, говорите: у меня с собой там 9500 евро, я хочу их задекларировать, их ввоз на территорию Испании. Если вас спросят, зачем вам эта декларация, это не очень большая сумма, вы можете с ней как бы спокойно передвигаться, а вы говорите, что вам эти деньги нужны, чтобы положить их на банковский счет в испанском банке. Банки обычно очень настороженно относятся к взносу наличности, особенно для граждан России, поэтому зачастую требуют эту справку. С этой справкой, как правило, ни у кого никогда проблем не возникает. То есть идете где-то, где угодно в красный коридор, говорите: хочу задекларировать, и декларируете эти деньги. На всякий случай я рекомендую вам взять какую-то бумажку, которая подтверждает происхождение этих средств. Если вы эти деньги сняли с банковского счета, а до этого, например, их накопили или продали квартиру, машину, то есть возьмите бумажку, которая об этом говорит. Соответственно, желательно ее также перевести хотя бы на английский, чисто для таможни, просто подстраховаться. Поймите, чем больше у вас будет бумажек с собой, вот декларация о въезде, декларация наличности, тем лучше для вас, тем будет проще переезд, проще оформление документов и прочее. И третий момент, который я хотел бы затронуть, на который многие не обращают внимания и прочее, это чеки. Любые чеки, любые посадочные талоны, любые распечатанные билеты на автобус, на самолет, чеки, если вы едете на машине платных дорог, вот эти вот все карточки и прочее, чеки в магазинах, все что угодно, любая бумажка, которая подтверждает ваше нахождение там во Франции, в Испании, в Португалии, где угодно, собирайте их обязательно. Если вы приезжаете в Испанию через Данию, недавно у нас было, сохраняйте все посадочные талоны, сфотографируйте. Если вы где-то по пути останавливались в отеле, у вас, соответственно, бронь в букинге, пусть она будет, чтобы ее можно было распечатать или сделать в электронном виде, отослать. Недавно у нас один из клиентов, приехал через Хельсинки, там сел на паром, доехал до Германии и дальше поехал на машине. Заночевал в Мадриде. То есть, что мы спрашивали? Билеты на паром, какие-то чеки по дороге, букинг в Мадриде и прочее. То есть все чеки надо сохранять, никуда не выкидывать, никогда не знаешь, где они понадобятся и прочее. Зачем нужна декларация о въезде и чеки? Для двух случаев. Декларация о въезде вам нужна для налогового номера. Если вы делаете налоговый номер Испании, у вас ее обязательно возьмут. И большая просьба здесь не забыть декларацию о въезде. Как только вы ее получите, сразу сфотографировать на телефон. Сделайте 2-3 кадра, чтобы была четкая фотография, без теней, без ничего, чтобы все было нормально видно. Чеки также собирайте отдельно. Если есть возможность сфотографировать, тут же их сфотографируйте. На всякий случай, если где-то что-то потеряется, у вас будет. Декларация о въезде для налогового номера. Чеки нужны и бронь букинга для того, чтобы подтвердить, что вы находитесь на территории Испании. Был такой случай с одним клиентом. Мы его подавали в какой-то день. Испанские чиновники запросили подтверждение, что он в Испании. И в этот день у человека никакого подтверждения не было. Он сидел дома, работал, ничего не купил, фактически не выходил или что-то такое. В общем, доказать это было невозможно. Но на следующий день он поехал на праздник в какой-то город, в Картахену, по-моему, просто потусить там. Соответственно, кто-то его сфотографировал на главной площади Картахены. Я запросил эту фотографию, мы описали, что человек в тот день сидел дома, работал, никаких доказательств того, что он был в Испании, нету, но на следующий день он был в Картахене,
Он был на празднике, вот его фото с центральной площади, вот ссылка на Google и как эта центральная площадь выглядит, да, вот адрес этой центральной площади, пожалуйста, вот вам доказательство того, что человек в Испании, и испанские чиновники вполне этот документ приняли. Поэтому большая просьба. Возможно, понадобится где-то вам сделать какие-то фотографии на фоне каких-то, может, памятных мест, там Эйфелевая башня в Париже, я не знаю, в Барселоне, где-то на фоне каких-то памятников и прочее, прочее. Поэтому не стесняйтесь, делайте. Никогда не знаешь, где это понадобится, может быть, понадобится, когда подадим документы, когда придет ответ, что все хорошо, ваши документы приняты и прочее, прочее, только тогда можно выдохнуть. Поэтому вот такая вот ситуация с приездом в Испанию. Если, опять же, вы приехали в Испанию на автомобиле, то тогда также попытайтесь сделать декларацию о въезде. Если вы едете с Франции, заедьте в терминал 1 аэропорта Барселоны, скажите, вот я еду из Франции, вот мои чеки по дороге, потому что вы там будете ехать через платные дороги. Вот я приехал, дайте, пожалуйста, декларацию о въезде. То есть постарайтесь добыть обязательно этот документ, сохраняйте все чеки по пути, и это будет залог успешной подачи документов на ВНЖ. Наша компания более 7 лет занимается релокацией предпринимателей и бизнесов в страны Евросоюза, в Канаду, в США. Мы работаем более с 10 странами. У нас есть различные категории переезда. Это стартап-визы, это виза Global Talent для Англии, например, и прочее, прочее. Приглашаю всех зайти на наш телеграм-канал, подписаться. У нас много очень актуальной информации по переезду. Мы выкладываем все самые свежие актуальные новости, какие-то инсайты. Если кому-то будет интересен переезд, то, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Очень много для вас полезной информации. Также у нас есть выделенный телефон. Пишите на WhatsApp. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы. Сформируйте, пожалуйста, какой-то список. Большая просьба не ожидать мгновенных ответов. Мы ответим на все, но просто на это требуется какое-то время, чтобы обработать ваши вопросы, чтобы обработать вас как клиента, выделить вам время и ответить на ваши вопросы.